Здравствуйте, дорогие друзья! Ко мне поступил вопрос о предназначении человека на Земле. Вопрос этот, конечно, глобальный. В 3 словах не расскажешь. И в то же время какое-то понятие об этом предмете я могу вам сейчас дать. Кто хочет выяснить более пространную информацию на эту тему, тому я рекомендую прочитать мою книгу «Я знаю». Она вышла в 2011 году. Ее можно бесплатно скачать в интернете. И советую тем, кто это будет делать, лучше ее распечатать на листы бумаги. Потому что со второй трети этой книги там идет очень много такой непростой информации, которую сразу трудно переварить. То есть нужно ее так поэтапно осваивать. А в первой части книги рассказано, как мы с дочерью дошли до жизни такой, что стали контактерами, проводниками космических частот. Вот. А сейчас я немного расскажу вам все-таки по данному вопросу. Дам немного информации. Тут надо понимать о том, что наша Земля – это живая планета. У нее есть душа. Существует управитель Земли, кстати. С 2000 года заступил новый правитель. Он гораздо более суровый, чем прежде был. У Земли есть чакры, энергетические центры. Одна из чакр – это Бермудский треугольник. И Земля предназначена для переработки тех или иных видов энергии для нужд космоса, а также для начального выращивания душ, для космического объема, для иерархических систем. Так как наша Земля, планета, принадлежит божественной системе, значит, здесь своеобразная кузница кадров, кузница душ для положительной системы Бога и отрицательной дьявола. Оба эти великие иерархи делают каждый свое дело, и у них свои задачи. Бог создает души людей, спускает на землю, а дьявол старается их затормозить в развитии, отвлечь от этого хорошего дела и увести в свою систему. И вот эти два иерарха как бы соревнуются между собой. Кто победит в том или ином случае. Души бывают молодые, бывают зрелые, те, которые прошли уже много реинкарнаций, уже набрались опыта и набрались качественных наработок в матрицу. А также на Земле существует определенное количество космических душ, которые направляются сюда из других космических систем, и из нашей божественной тоже. В нашей божественной системе есть планеты, где существуют разумные существа. И вот эти космические души приходят для наработки каких-то нужных для них типов энергии, качественных наработок, потому что в материальном мире это проще сделать. В помощь человеку дается небесный учитель. Это суть, которая ведет его по жизни. Он принадлежит Богу. И также ангел-хранитель. Ангел-хранитель старается эту душу сохранить, чтобы человек мог максимально продвинуться в человеческой иерархии. А небесный учитель подает душе человека импульсы правильные. Что бы следовало хорошо бы делать, чем бы заняться. Подает ему сигналы в моменты опасности. И таким образом эти сути помогают человеку двигаться по жизненному пути. У каждого человека, конечно, есть своя жизненная программа, которая пишется ему высшими. До 10 воплощений человеческая душа, она как бы свободна
А под конец 10 воплощения, но некоторые ретивые души и раньше успевают определиться между системами, положительной или отрицательной. И если душа определилась, есть такие души, которым на положительном пути развития скучно, неинтересно, трудно. Они хотят денег, власти, распоряжаться чужими судьбами, улавливаются на все эти искушения от отрицательной системы. Они сначала предупреждаются. Небесный учитель предупреждает, и какие-то у людей появляются знаки, что нужно остановиться, подумать, принять какие-то меры, не погружаться в эту стихию зла. Но если души на это все не реагируют и выбирают все-таки мрак, то они в конечном итоге переводятся в ведение отрицательного иерарха. Бог тогда от них отказывается. А у отрицательного иерарха у них, они уже имеют тогда небесного учителя от соответствующей структуры и ангела-хранителя, и ведутся уже далее по жесткой программе. Но мы о них много говорить не будем. Мы все-таки, я думаю, большинство людей светлые, стремящиеся к добру и к свету, и поэтому, значит, я хотела поговорить вот об этом, о каких-то рекомендациях для этих душ. Раньше, характеризуя человека, о нем говорили: вот этот человек хороший, а вот этот плохой. Но сейчас, с точки зрения космического сознания, можно говорить уже иначе. Этот человек светлый, а тот темный. И между этими прослойками, между этими полюсами существует еще большая прослойка молодых, неопределившихся душ, замутненных отчасти низкими темными энергиями, за которые идет основная борьба между верхом и низом за души людей. И борьба эта происходит и в душе человека, потому что в матрице его существует положительная часть, отрицательная часть по четверти, а половина – это управленческая часть Бога. Если человек стремится к добру, то положительная его часть не увеличивается. Увеличивается управленческая часть Бога. А если человек предпочитает зло, то отрицательная часть его увеличивается и начинает доминировать. Человек замутнившийся, но все-таки одумавшийся, ему приходится уже очень сильно напрягаться, чтобы выдавить из себя мрак. А мрак, конечно, не хочет покидать эту душу, и вот поэтому человек живет постоянно в борьбе, как бы сам с собой. У него в матрице два полюса. И таким образом он вырабатывает посредством чувств и эмоций нужные высшим энергии. Как узнать о предназначении своем? В общем-то, это сделать не так уж и сложно. Нужно прислушиваться к импульсам, идущим от Небесного Учителя. А тот будет подсказывать. Будут приходить такие импульсы: вот, займись творчеством. Ну, в зависимости, какие уже способности человек наработал. А они, если человек начинает нарабатывать какие-то творческие способности, они от воплощения к воплощению увеличиваются. Или займись духовной практикой. Помогай людям. Познавай новое. Новая информация – это новая энергия. И если человек откликается на эти импульсы, то постепенно высшие выведут его на его жизненную программу. Потому что жизнь человека тоже делится на какие-то этапы. Сначала детство, потом юность, потом уже более зрелые годы. При всем при этом высшим очень не нравится, когда человек попусту теряет время. Тем более, что время с 2000 года стало значительно быстрее, чем прежде.
Высшие недовольны людьми, что они предпочитают материальный план. Высшие хотят, чтобы люди занимались своим духом, чтобы росли, развивали мозг, который у некоторых людей развит вообще на 1%. А по задачам высших была такая цель развить мозг человека до 2000 года на 50%. А сейчас у нас на Земле немного людей, у которых мозг развит на 10%. А есть вот такие, как я говорю, что 1% это почти животные. Они живут подражанием, молодые души. Значит, ну и если тем более не вкладывают в себя, не развивают мозг, а это, понимаете, это же мышца, ее же тоже надо напрягать. Если не станешь развивать мозг, то можно действительно и в животное превратиться. И, как говорится, будучи искушаемым человеком, можно вообще там найти себе заделие типа и, значит, и спиваться, и наркотиками увлекаться, там, и прочие эти прегрешения, которые всегда человек найдет, если ищет. Поэтому, значит, небесный учитель старается вести человека. Его задача его развить до максимально возможных пределов. В идеале довести его до просветления и чтобы душа эта поступила уже в божественный объем. Программа жизненная зависит, соответственно, от уровня человека. Мы все миссионеры, каждый в своем роде. У кого-то задача, у молодой души, создать семью, пройти опыт материнства, отцовства, достичь искренних, истинных чувств, любви. О любви могу сказать, что это непростая такая, знаете ли, сказать вам, категория чувств. Она нарабатывается на протяжении не одной жизни. И высшая грань любви – это любовь к Богу, к высшим, к космосу, к мирозданию, освоение законов его и жизнь в соответствии с ними. Когда человек достигает просветления, его высшие забирают свой объем, и далее он двигается уже по космическим иерархиям. Какая-то молодая душа начинает осваивать какое-то ремесло. Но мы все знаем, что есть специалисты в разной области, в том числе и художники, и композиторы. Например, вот в этой жизни человек увлекается музыкой, начинает ею заниматься, обучаться музыкальной грамоте, что-то начинает сочинять. Одной жизни, конечно, не хватает, чтобы он стал гением, и ему даются еще шансы. Он развивается дальше и дальше, и вот он уже средний композитор. А если развитие будет проходить правильно, то он может действительно достичь гениальной степени мастерства, как Петр Чайковский, например. Когда однажды мы с дочерью потревожили его дух, я стала восхищаться его прекрасной музыкой, а он нам говорит: да, я гений. Сейчас душа Чайковского находится на планете творчества. Такая есть планета в космическом мироздании. То есть у каждого своя задача. И человек, конечно, может постичь ее, если будет развивать какие-то вот именно свои способности. Это всегда имеет смысл. Если у человека есть какая-то малейшая способность, ее следует развивать дальше, больше, и вот на этом поприще достигать успеха. В общем, к чему душа лежит. А что хочет душа делать вот доброго, то это и значит правильно. Но те ретивые души, которые хотят вот форсировать события, знать как можно больше о себе, это всегда имеет смысл, и всегда имеет смысл вкладывать в себя. Вообще заниматься собой, развивать себя – это самое благодарное занятие. И высшие это все очень поддерживают. Они могут прийти к какому-то высокому уровню экстрасенсу или целителю от Бога. Ну, те люди, которые способны выходить на высокий план, на сути божественных иерархий, спрашивать у них, способны ясно видеть, слышать, понимать, знать. И могут выяснить свою программу у них. Вот у нас с дочерью был такой опыт,
когда к дочери пришла девушка молодая, прочитала в газете рекламу «Жизнь без тайн». Экстрасенс ответит на любые ваши вопросы. И вот она пришла и задала вопрос. А скажите, пожалуйста, вот какое у меня предназначение в жизни? Чем мне следует заниматься, я не знаю. И дочь посмотрела, сделала такой свой запрос в высшую инстанцию и говорит: ваше предназначение быть художницей. Девушка ей говорит: да ладно вам, я никогда кисть в руках не держала. А моя дочь говорит: так в чем же дело? Возьмите и рисуйте. В итоге эта молодая девушка сейчас довольно известная художница. Она рисует астральные портреты, и это очень-очень интересно. Что такое астральный портрет? Это портрет чувств, эмоций человека. Вот на какой он эмоциональной волне находится и что он собой в этом плане представляет. Кстати, одинаковых портретов никогда не бывает. Эта художница написала картину, которая стала обложкой моей книги «Я знаю». Если вам интересно, полюбопытствуйте. Поэтому, если вот кто-то хочет уже поскорее выяснить эти вопросы важные для себя, не терять время на блуждание в потемках, то могут выяснить этот вопрос. В общем-то, это никакой особой сложности для специалиста в этой области не представляет. Что еще можно сказать о предназначении человека? Конечно, однозначно, каждый человек, который воплощается на Земле, главная его задача, кроме бытийственного плана, рабочего, творческого, это, конечно, максимальное развитие. Потому что Бог развивается через людей. Он затрачивает энергию на создание души и хочет, чтобы она вернулась к Нему с прибавочным составом. И те люди, которые стараются как можно больше вкладывать в себя, стремятся к просветлению, этих душ особенно любят высшие сути, всячески им благоприятствуют. Тут нужно сказать, что какая бы ни была высокая душа, ей следует всегда контролировать и себя, и окружающее пространство, потому что враг силен. Отрицательная система существует миллиарды лет, и там сути, адепты их, имеют очень много возможностей увести светлую душу с выбранного пути. Какой-то человек из окружения может начать светлого человека искушать, куда-то приглашать, заманивать, затягивать. И тут нужно, конечно, включать голову, думать, зачем тебе это надо и какая будет за это плата. То есть можно высоко летать и низко падать. Поэтому контроль необходим. Высшие очень любят, когда люди помогают друг другу, соблюдают законы мироздания. Если человек знает и соблюдает законы мироздания, он защищен. С ним не произойдет ничего ужасного. У него всегда будет кусок хлеба, и более того, Господь одаривает людей своих, светлых, стремящихся, продвинутых, всевозможными благами. Человек может жить спокойно и ни о чем особо не беспокоиться. Его главная задача – выполнять свою программу, держаться светлого пути, развивать душу, двигаться по пути просветления, потому что Бог, высшие сути, ждут такую душу. И если кто-то думает, что вот самое главное – уйти туда, в высший план, и там закрепиться, то и это является ложной мыслью. Дело все в том, что в космосе, в иерархических системах все постоянно меняется, трансформируется. То есть душа
высокая душа, ну, те же святые, настоящие святые, которые поступают в божественный объем, ну, как правило, они поступают в духовную иерархию Господа. У Господа 10 иерархий, и в том числе есть уровень процветания богатства, уровень архитекторов, расчетчиков, там много чего есть. Духовную иерархию возглавляет Иисус Христос, Вечный Дух. И вот высокие души, поступая в иерархию, постигают знания того уровня. Когда они эту программу осваивают, этот уровень их автоматически выдавливает на следующий. То есть развитие бесконечно, а душа вечна. И поэтому, когда душа развивается до определенного уровня, она двигается на другой, и так дальше, дальше, дальше. Вот я писала уже там много разной информации на эту тему. Значит, душа человека, когда он заканчивает реинкарнацию на Земле, и служа в божественной иерархии, дойдя до определенного уровня, может стать душой звезды, может стать магической сутью в другой космической расе. То есть там препятствий для таких прогрессивных душ совершенно никаких нет. Вот. Поэтому всем нам имеет смысл вкладывать себя, максимально развивать духовный, интеллектуальный план, развивать способности. Та же способность ясно видеть, слышать, знать. Это относится к дарам Святого Духа, которые нынче оспариваются, но в то же время это является сверхвозможностями человека, которые он тоже нарабатывает от воплощения к воплощению. Вот. Я желаю вам всем максимального благоприятствования, осознания этого жизненного процесса и движения по восходящей линии. Дай Бог, при наших усилиях у нас все получится. Однозначно каждый в конечном итоге займет свое место, как на земле, так и на небе. Ничего случайного не бывает, поэтому будем жить, трудиться, учиться, постигать новое, потому что развитие бесконечно. Желаю вам всяческих успехов на этом пути.